Всем привет, друзья! И сегодня у нас распаковка и обзор очередного китайского дешевого беспроводного микрофона с AliExpress FTV001. Стоит на AliExpress где-то порядка 2000 рублей. Микрофончик с интересными заявленными характеристиками. Давайте по-быстрому сделаем распаковочку, что было в коробочке, и начнем его тестировать. Коробочка. Внутри коробочки у нас коробочка. Инструкция. Инструкция на двух языках, на английском и на, по всей видимости, китайском. Шнурочек USB, USB-C, USB-A, USB-C. Как вы видели на EP033, вот такой вот блок, который втыкается непосредственно в сам телефон. И вот такой вот интересный по дизайну с золотишками микрофон. По схеме, вообще по внешнему виду, очень похож на EP033. Вот, давайте его посмотрим, послушаем и прямо сразу оценим, что это такое. Точно так же включаем в разъем на телефоне, включаем сам микрофон. Они должны загореться синим цветом для того, чтобы у обоих загорелись синенькие лампочки. В настройках программы сразу видим, что этот микрофон, в отличие от EP033, определился не как гарнитура, он определился как USB 2.0 девайс. И это сразу дает плюс. Помните, да, обсуждение наше, то, что когда он у нас определился как гарнитура, у нас нет возможности настроить его чувствительность, настроить силу звука, да, громкость микрофона. Здесь же у нас сразу появился движок, который позволяет изменять громкость этого микрофона. Это плюс. Вот, еще в характеристиках у этого микрофона указано было, что есть возможность мониторить звук при помощи этого микрофона. В смысле, вы можете втыкнуть сюда типа наушники, гарнитуру. Вот, и оператор в наушниках будет слышать то, что происходит на микрофоне. К сожалению, на этом конкретно, возможно, прямо на всей серии эта штука не работает, поэтому я открыл спор. Да, и продавец вернул мне 500 рублей с этого микрофона, то есть он мне обошелся в 1500 рублей. Тем не менее, у микрофона функция, если бы это была, это был бы вообще просто чудо-микрофон по описанию, но как тот, который я описывал, который говно. Но не факт, что этот говно, давайте послушаем. Итак, цепляю его тоже так же примерно. Вот так вот, на футболку. Вот, и поехали. Ой-ой-ой, не туда нажал. И давайте поехали, запишем звук. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вот сейчас вы слышите звук с этого микрофона, с этой петлички. Качество звука вы можете оценить. И сразу давайте параллельно поговорим по поводу того, что вообще это за микрофон. Обещают, что это всенаправленный конденсаторный микрофон. Вот, но по поводу всенаправленности, кстати, не знаю, что сказать, потому что надо проверять. Вот, но непосредственно здесь, допустим, сейчас я вижу в инструкции, что у этого микрофона есть функция шумоподавления. То есть вы можете настроить уровень шумоподавления на этом микрофоне при помощи чего? При помощи нажатия на эту кнопочку. То есть вот мы сейчас одно кратковременное нажатие. Он отморгал красным цветом, и сейчас вы слышите, как звук изменился. Это вот первый уровень шумоподавления. Давайте еще раз. Вот он еще раз отморгал. Вот это следующий уровень шумоподавления. Голос в этой ситуации будет слышно немножко хуже, но тем не менее, с точки зрения постороннего шума, его должно быть меньше. Вот, и давайте еще третий уровень шумоподавления. И вот еще один уровень шумоподавления. Тоже можете слышать звук, как он записывает, что записывает и так далее. Вот.
Вообще, в общем, по этому микрофону могу сказать, что комплектация у него немножко более бедная, чем даже у моего EP033, потому что у него нету в комплекте даже мешочка. Мешочек такая вещь, которая позволяет все это дело положить просто где-то в одно место, завернуть и кинуть, не знаю, в сумочку. А здесь реально 3 устройства, которые у вас лежат одновременно в кармане или, не знаю, в сумке, в рюкзаке, могут потеряться, можно каким-то образом их проборонить и так далее, и так далее. Поэтому отсутствие какого-то мешочка, наверное, это минус. Потом коротенький шнурочек. USB-C шнурок короткий, это тоже не всегда удобно. Вот такой длинный шнурок. Я, конечно, понимаю, что для зарядки этого будет вполне достаточно, но, тем не менее, любой девайс, естественно, заряжать удобнее с длинным шнурком. Это понятно. Вот. Также давайте почитаем инструкцию, что здесь есть еще. Продукт имеет 3 уровня системы шумоподавления. Когда он моргнет единожды, вот давайте с шумоподавлением сразу разберемся. Вот сейчас он 2 раза моргнул. Сейчас 3 раза моргнул. Вот сейчас 1 раз моргнул. Вот сейчас система шумоподавления стоит на 1-м уровне, уровень, который совершенно самый слабенький. Вот, шума здесь у меня в помещении нет, поэтому, скорее всего, этот режим будет самый высококачественный с точки зрения звука. Как его использовать? Да, написано, что вот просто подключите и включите. Синий, когда не синхронизированный, моргает голубеньким. Когда синхронизирован, начинает гореть. Понятно. Вот, включение-выключение, press and hold, в смысле нажать и удерживать кнопку для включения, это понятно. Если нету коннекта с вот этим с приемником, вернее, да, с приемником, если нет коннекта в течение 3 минут, он сам выключится, ладно. Поэтому можете даже, в принципе, если вы выдернули отсюда, кинули в сумку, этот микрофон через 3 минуты сам погаснет. Батарейку сэкономит, хорошо, ладно. Настройка уровней мы уже посмотрели. Вот, мониторинг. Мониторинг у него в инструкции описан. Мониторинг — это вообще такая тема очень удобная, потому что когда оператор снимает вас, и он не слышит, что происходит у него на микрофоне, да, это очень нехорошо, потому что тут может быть и лаги какие-то по звуку, потому что у беспроводных микрофонов тоже дистанция ограничена, и вы в этой ситуации, когда у вас ограниченная дистанция, вы отошли вот на какое-то граничное расстояние, и все, контакта нет. И вы в этой ситуации что будете делать? Поехали! Давай еще разок что-нибудь. Кабриоль прыгни. Ты кабриоль хорошо. Оператор не слышит, что звука нет. А звука нет. То есть и в этой ситуации телефон даже своим микрофоном же не пишет. И в этой ситуации вы что, остаетесь без звука, у вас материал просто испорчен. Вот, поэтому мониторинг звука — это вещь такая нужная. Если честно, я покупал микрофон на надежде, что будет здесь мониторинг. Но мониторинга здесь, по крайней мере, нету конкретно вот в этом экземпляре. Вполне возможно, что это просто какой-то опять очередной глючный экземпляр мне попался. Вот, но тем не менее, поехали дальше. Так, сброс. Нажмите кнопочку Reset на 3 секунды. Кнопка Reset. Ничего не понимаю, конечно, но здесь кнопки Reset как бы не нарисовано. Ну ладно, нету кнопки Reset. Так, потом, когда батарейка заканчивается и остается ее меньше, чем 20%, красный индикатор начинает медленно моргать. Ну, это понятно. Так, спаривание, автоматический поиск сразу при включении. Синенький огонечек моргает медленно, да. Когда они спарены, они просто горят. И написано конкретно, что здесь в принципе есть. Вот, по большому счету, звук с этого микрофона вы сейчас слышите. Я специально на всякий пожарный пишу сразу и на свой DR05X, и на этот микрофон, для того, чтобы у вас была возможность сразу прямо на ходу посмотреть, насколько хорошо записывается звук. На этом видео я заканчиваю. Напишите в комментариях, насколько вам понравился звук с этой петлички. А с вами был Амир Гумеров. Всем удачи, всем пока.